Они обычно пары летят. Пролетела сушка наша. Вот. Ага. Сейчас второй день нашей гуманитарной экспедиции. Мы едем в определенное место, там, где активная дроновая опасность. Поэтому мы используем сейчас наши приборы для детекции дронов. У нас есть вот такой Булат от 3MX, который себя зарекомендовал с положительной стороны, имеет огромное количество положительных отзывов от бойцов. Хорошая вещь, мы его включили. А также у нас в этот раз есть Юрка. За Юрку мы благодарим наших друзей, волонтеров из РКС и Севастьяна лично. Спасибо вам, друзья, огромное. Все те Юрки, которые вы нам предоставили, они уже на передовой и трудятся на благо, на жизни наших бойцов. Сегодня мы везем последний экземпляр, который сейчас будем передавать на следующей нашей остановке. Мы решили включить, тоже потестировать, посмотреть, как они работают. И есть особенности, есть уже отзывы от бойцов, реальные отзывы от бойцов. Есть плюсы, есть и минусы у Юрки. Минус то, что здесь не меняется аккумулятор. Не меняется аккумулятор, по этой причине ребятам сложнее его использовать в каких-то своих длительных боевых выходах. В основном они используют где-то в своих лагерях, либо в местах, где они могут быстренько начать заряжать. То есть, если куда-то они уходят далеко и надолго, они берут Булаты. По той причине, что в комплектации у Булата 3 аккумулятора. Соответственно, снял аккумулятор разряженный, поставил новый. До нашей точки промежуточной около 10 километров осталось, менее 10 минут. Ну, пока мы едем, и тишина. Однако тишина это в Булате. Юрка же рисует различные спектры. Вот как мы сейчас видим. Он работает в двух частотах. 2.4 и 5.8. Сейчас вроде как есть уже новые модели, которые в 3 частотах работают. Обе модели можно обновлять. Буквально перед тем, как мы поехали сюда, мы узнали об этом, что вышла новая прошивка. Немного сложнее, чем Булат обновляется, но все-таки это возможно, так как враг не дремлет, враг постоянно меняет свои частоты, которые используют на своих дронах, поэтому крайне важно постоянно обновлять свои детекторы. Ребята, если у вас есть детекторы, если у вас есть глушилки, обязательно программное обеспечение необходимо обновлять. К сожалению, есть уже один печальный случай, когда ранее работающий, прекрасно работающий прибор глушилка не заглушил FPV-дрон, и он влетел в КамАЗ. Слава богу, там все остались живы. И ребята нам подарили осколок от этого дрона. Но имейте в виду, обязательно необходимо все обновлять. Проще Булат именно тем, что он в случае обнаружения, он незамедлительно сообщает тип и модель БПЛА, который он засек. Ну что, мы двигаемся дальше и надеемся, что все будет в порядке. Если сейчас смотрите это видео, значит мы живы, вернулись, я смонтировал видео, выложили, и все хорошо. И готовимся к следующей поездке. Причем ни хреново горит. И прилет с попаданием. Да, с попаданием. Раз. Керосинка горит черная. Какую-то технику нашу. Что-то с техникой, да. Ну, вот мы едем и сейчас наблюдаем прилеты, попадания. Это наша сторона еще. Ну и, соответственно, раз такой дым, значит, попали куда-то. Что мы прибыли в наше сегодняшнее первое подразделение.
к Спартаку. И сегодня будем выгружать груз. Среди груза у нас маск-сети есть, в том числе. Это Миша, Захар. У нас есть маск-сети, которые изготовили женщины из деревни Сигачи. Это Чувашская республика, Чувашия. За что им огромное спасибо. Женщины все свое свободное время, средства тратят на то, чтобы что-то сделать полезное для фронта. В том числе и вот эти маск-сети, которые сегодня мы привезли нашим бойцам. Также мы передаем огнетушители ребятам, они нужны. За огнетушители мы благодарим РКС. Вот здесь вот прям так и написано, что это РКС. И Валентина, спасибо вам большое. Новая техника поступает к нашим ребятам, и пускай лучше будут огнетушители и не пригодятся. Впереди опасный путь наш, под обстрелом едем смело, сквозь огонь и гром приходим, чтоб доставить все, что следует. Колонна под обстрелом, но мы держим строй, доставить гуманитарку, вот наш бой. Судьба нашей Родины в наших руках, Захар и Спартак уже в передовых рядах. Также маск-сети нам предоставили девушки, женщины из группы «Птички Домодедово», за что им огромное спасибо. Они одни из первых откликнулись на наш призыв изготовить маск-сети. И вот такое количество, вот таких размеров они сделали. Буквально накануне нашей поездки мы смогли получить их, забрать. И вот сейчас передаем бойцам. Спасибо Держи. большое. В принципе, Максим все сказал. От себя могу сказать просто спасибо. Большое спасибо. Спасибо всем, кто принимает участие, кто помогает фронту, нашим ребятам остаться живыми, победить и вернуться домой. Мы все и вы все, кто нам помогают, в этом причастны. Спасибо. Также вот такую маск-сеть мы ребятам передаем. И с ней связана такая история. Сергей наш друг, он нам ее отдал, потому что человек, боец, которому она предназначалась, здесь, видите, написано, лично в руки паяльнику. Вот, к большому сожалению, он погиб. Его уже нет с нами. Погиб геройски, за что ему честь и слава. Не успел он воспользоваться этой маск-сетью, поэтому мы также передаем ребятам, они очень нуждаются в маск-сетях. И пусть эта маск-сеть поможет сберечь жизни ребят. Гречка от наших друзей «Роза ветров». Спасибо большое. Также все передаем, поделили поровну, по-братски на все подразделения. Это сейчас достается подразделению Захара. Участник 797 ДГВП Виктор собрал огромное количество зубных щеток, зубной пасты, ополаскиватель для зубов. В общем, гигиена полости рта также передается нашим бойцам. Ой, спасибо, это то, что нам нужно как раз. То, что нужно. Ребята будут чистить зубы, они у них будут крепкие, и они этими зубами будут просто рвать на куски врага. От группы «Будем жить» из славного города Усмань также по-братски поделили поровну среди бойцов, и суп комбат гречневый с мясом передается ребятам. Суп гороховый 333. Будем жить. Будем работать. Спартак, скажи, как обстановка сейчас? Вот Как я здесь не на могу фронте? сказать. Ну, в общих чертах, что можно сказать? Ну как, все нормально, блин. Потихонечку, по плану, как планомерно, блин. Двигаемся там. Позиции меняем, это уже хорошо, блин. То есть мы идем вперед. Да. Кусаемся, идем. И это однозначно радует, что мы идем вперед. Мы сейчас передаем ребятам вот еще перчаточки. Нашли у нас, завалялись там в наших дебрях. Перчатки мы привозим практически каждый раз ребятам достаточное количество, но все равно
это расходник, и ребятам Большое постоянно спасибо, нужно. Да, вот реально, мы и когда блиндажи готовим, компонировали, технику, все, она прям просто на каждый день нам она очень нужна. Поэтому большое спасибо всем, кто там неравнодушно помогает. Сегодня же это все ребятам будет роздано, все, по парочку мы всем раздадим. Спасибо большое. Отлично. Юрка, которым мы пользовались во время движения, мы его сюда привезли не просто так, а для того, чтобы передать нашим бойцам. Бойцы должны знать, когда летит на них какой-то дрон, чтобы вовремя среагировать, что-либо предпринять. Мы благодарим в очередной раз РКС и Севастьяна лично за то, что они изготавливают. Они не просто их покупают, они берут комплекты у производителя и сами на своих рабочих местах в свободное от работы время собирают вот эти аппараты, которые спасают жизни наших бойцов на фронте. Мы передаем, ну, можно в коробочке. Антенн. А может, ребята будут пользоваться. Вот так вот передадим. Так, просто так вот передадим. Все, мы вручаем. Спасибо большое. Это детектор дронов. Да, дрон-детектор. Ну, обязательно отзыв будет. Вот это было бы здорово получить видеоотзывы. Мы получаем видеоотзывы от бойцов, которым вручаем. Они потом рассказывают. Огромное количество людей говорят, что дрон-детекторы спасают им жизни. Потому что ребята сразу начинают реагировать. Булат хороший прибор. Это, можно сказать, что аналог. Он отличается единственным интерфейсом и наличием сменного и несменного аккумулятора. Так, приборчик хороший, инструкция Очень в интернете есть, все хвалят. Понял, разберемся обязательно. Спасибо большое. А чтобы эффективно сбивать дроны на расстоянии, вот, мы ребятам передаем вот такой тепловизионный прицел, чтобы было ночью видно и Бабу-Ягу, и всю остальную гадость, которая летает. Бьет на 2 километра. Ребята очень хвалят. В общем, этот тепловизионный прицел тоже мы передаем ребятам. Держите. Ура! Спасибо большое. И это еще не все. У нас же есть добрая традиция, которую мы завели несколько поездок назад. Мы дарим нашим героям подарочки в наших рюкзачках. Вот они у нас помечены. Здесь всякие полезности, мелочевки, ништячки и прочее. Ребята уже приедут и насладятся своими подарочками в своих подразделениях. У нас... И Спартак. А если у нас как раз за зону обеспечения, мы там выезжать на КамАЗ дежурный, который мы там едем, реально там может. Потому что у нас как раз вот ехали, я, Аист, еще один водитель. Ага. Только вышли и ехал у нас там прямо. Ну, слава богу, что все живы. В общем, вещь. Вы это когда кого-нибудь собьете или что-то, расскажите потом, как. Да, будет интересно. И вы смотрели узнать. и прям. Ну, конечно, Но однозначно в будет. темноте распознает человека на Я тебе скажу километр. больше. Вот с этой да? Это война, это нормально. Вот с этой штуки, блин, ехать, ну скажу честно, это практики, блин, наоборот, бля, когда ты едешь, говорит, тебе сейчас птичка рядышком, можешь, И еще момент. с машины не прыгнешь, не уйдешь, надо ехать, бля, и думаешь, сука, бля, все такое. Еще момент. Так как Предупреждал, значит. мы собираем наш музей, мы просим ребят, когда при помощи этой штуки что-нибудь будет сбито, нам сувенирчик, пожалуйста, чтобы вещь с историей в наш музей. Ты наоборот, это видно стоит, потому что тебе надо все равно платить, и ты думаешь, что она где-то летит. Так что это у него там можно посидеть. Также ребята сейчас нам распишутся на флаге НПК СПП, и он отправится в музей. Так как я спартаковец, я делаю свое дело сразу. Впереди опасный путь наш, под обстрелом едем смело, сквозь огонь и гром приходим, чтоб доставить все, что следует. Колонна под обстрелом, но мы держим строй, доставить гуманитарку, вот наш бой. Судьба нашей Родины в наших руках, Захар и Спартак уже в передовых рядах. Мы знаем цену каждой минуты, враг не дремлет в тихом мраке. Наша вера, наша сила в наших братских единых знаках. Героем быть не слава, это долг. В сердце наших душ горит огонь, под обстрелом
Движемся мы вперед, каждый шаг ценим на вес золота. Колонна под обстрелом, но мы держим строй. Доставить гуманитарку, вот наш бой. Судьба нашей Родины в наших руках. Захар и Спартак уже в передовых рядах. Ждут ответа. Колонна под обстрелом, но мы держим строй. Доставить гуманитарку, вот наш бой. Судьба нашей Родины в наших руках. Захар и Спартак уже в передовых рядах. Проезжаем место повышенной дронной опасности, так как здесь автомобили снижают скорости из гравийки. Плюс легко навестись по следу пыли от автомобиля. Здесь максимальное у нас внимание. Шутки здесь уже закончились. Абсолютно серьезная ситуация здесь. Поэтому дальше видео уже будет без юмора. Ну, либо будет черный юмор. Рома считает, что пот дешевле крови. И я с ним абсолютно согласен. Я уже сейчас 54 раза пожалел, что не взял свой бронежилет и каску. Здесь жара, конечно же. И по этой причине я не взял. Думаю, ну зачем? Я не подготовленный. Не, надо было взять. И в Сейчас тапочках. обязательно возьму. Да, в шлепанцах. Тут меня тут кто-то укусил еще вчера, какая-то дрянь, все чешется. Я не знаю, кто это. А вот сними мои Боевое штанишки ранение. и скажи, что меня никто не укусил. Вот Рома молодец. Рома надел штанишки. Его никто не покусал, ему комфортно. И там, где мы сегодня будем, ему будет также комфортнее передвигаться, По нежели кустам, мне если по что. кустам. Да, Рома молодец в этом плане. Ну, делая ошибку, как говорится, найдешь истину. Вот я, собственно, на своем примере убедился. Булат молчит, как партизан. Булат молчит. Мы не знаем, почему он молчит. То ли потому, что здесь чисто, в чем мы очень сильно сомневаемся, потому что в прошлый раз на этом месте Булат там уже орал как ненормальный. Огромное количество дронов ловил. А сегодня молчит. Либо это из-за новой прошивки. Мы не знаем, будем тестировать, проверять. Версия 4.5 прошивка, которая вышла 2 дня назад. Самая последняя, да, 4.5? Да. Самая последняя. Булат версии номер 3 и прошивочка 4.5. Собственно, едем, видимости у нас 0. Вот я через телефон, кстати, смотрю, чуть лучше видимость. А человеческий глаз сейчас видит только пелену. И вот периодически из этой белой пелены на встречке Появляется КамАЗ. Да. То есть вот, все, мы вот не видим уже КамАЗ. На самом деле он проехал, он там, ну, в 100 метрах от нас. Но его уже не видно. И сейчас мы... О, смотри, как модный рэп на УАЗе. Мы сейчас ехали до этой точки, и был подбитый, уничтоженный наш Тигр автомобиль. Ему ФПВ-дрон прилетел прям в зад. Перед у него цел остался. Он вроде не загорелся. Его оттащили на обочину. На обратном пути он еще там будет, но его снимем. Сейчас мы просто не успели снять. Там была военная полиция, нам давали указания, что нам необходимо делать. Вот, поэтому было не до съемок. Ну и люди бы нас не поняли, если бы мы вот так вот с телефоном бы начали снимать это. Были бы вопросы, поэтому не было видео. Сейчас перед нами везут мсту, увидите. Мста С. Все, мы проехали, куда нам нужно, и сейчас с ребятами проедем на первую точку выгрузки, ну а дальше поедем потом уже к пацанам на позиции.
Все успешно.